одна солнечная панель на весь дом зимою, ее плюсы и минусы. Давайте начнем с минусов. Такую погоду она не любит явно, хмурую. Солнца сегодня вообще не было. Это у нас уже март месяц, но весь ноябрь, декабрь, январь и половину февраля вот такая погода будет в основном. И панель может работать 10, 15, максимум 20%. Но я бы сказал 15%. Вот, половина февраля такая же ерунда. Значит, давайте так. Начнем с того, что может дать нам такой один аккумулятор. Мы берем 12, умножаем на 62 ампер-часа. То есть 12 вольт берем, умножаем на 62 ампер-часа. И получаем 744 ватта. Отминусовываем сразу от них 20%. Именно 20%. Почему? Потому что больше, чем на 20% аккумулятор нельзя оставлять разряженным. Под нагрузкой может, а вот если он уже в холостую показывает 11,7, оставьте его. Ему нужно заряжаться. И минус 20% это расход. Инвертор, контроллер. То есть минус 40%. Мы отминусовываем 40% от 744 и получаем 446 ватт. То есть, если мы будем потреблять 100 ватт в час, нам этого аккумулятора хватит на 4,5 часа. Вот. Но это максимум. Таких, естественно, 2 увеличивают, то есть 8-9 часов. Заряжаются они 8 часов. От такой солнечной панели может сразу заряжаться таких 4 аккумулятора. Эта панель защищена с 280 ватт, если кому интересно. 10,5 ампер, 46 вольт максимум. Ноябрь, декабрь, январь, вот половинка февраля, всегда будет вот такой у вас 0,8 ампер, 1 ампер максимум, все. Вот такая вот у нас зима для солнечной панели. Это страшный минус. Еще минус, если у вас она находится высоко и вы не можете до нее достать, когда она снегом припадает, это плохо. Утром она не может принимать свет и заряжать аккумуляторы. Она вообще греется, когда попадает на нее свет. Она греется не от солнца, а греется сама по себе. И на ней тает может снег. Но если он уже там навалил вот так вот на нее за утро, за ночь вернее, и утром она уже не будет давать заряд, и у вас уже заряд не будет поступать. У вас на контроллере здесь будет, 3 вольта, я не знаю, ну там ерунда. Я уже показывал у себя на канале видео. Значит так, поговорим про сечение кабелей. Всегда используйте, 4 или 6. Вот такой толстый кабель. Вот у меня кабель идет 1,5 от панели. Лучше не использовать. Летом он очень греется. Это может плохо закончиться. На инвертор тоже ставьте сюда 4. Вот это 2,5 лучше не надо. Значит, у меня инвертор здесь на аккумуляторе висит, а здесь контроллер подключен к нему, панель подключена. А от контроллера уже идут провода на аккумулятор. То есть заряд осуществляется, передается вот сюда на аккумулятор. Мы можем запустить инвертор. Покажу сейчас что вот при пусковом токе 500, учитывая то, что инвертор 2600 не дает, но тем не менее у нас вот этот вот перфоратор 1700 ватт. Сейчас. 1700 ватт. Но благодаря солнечной панели мы можем его запускать. То есть мы видим, что это у нас в инвертор включено. Значит, инвертор выдает 350 ватт на постоянной основе, вы можете его эксплуатировать. Он греется легенько. 500 уже будет греться тут по бокам жуть. Кулер активный. Я вам сейчас вообще покажу другие альтернативные еще станции и другие инверторы, которые вообще нельзя брать. И покажу, как у меня дом запитан. Вот. Значит, инвертор при потреблении 350 ватт может работать не выключаясь вообще. 350 это потолок. Вот. Желательно не использовать вот такие вот крокодилы, все через клеммы подсоединять, потому что они греются тоже. Это может привести к нехорошим последствиям. Итак, давайте я покажу сейчас, что, как работало, работает и как вот получилось выживать.
Значит, больше всего помогала мне выживать вот такая солнечная панель. Это 450 ватт, 15,5 ампер и 56 вольт максимум. Вот. Кстати, вот эти елочки вырастил благодаря этой панели. Освещение было постоянное, должное. Зимой я их на улице не держал, они в тепле росли. Нужно было им постоянное освещение от экономных лампочек. Вот у меня такие вот две панели. Одна на курятник, одна на дом. Значит, и ну еще и получается запитать какие-нибудь там технические зоны и места, как бы сараи. Вот такое я сейчас покажу вам все. Вот такая вот панель очень спасала. И в тандеме они две очень выручали. Вот такую вы можете купить за 110 евро. Поштучно, если брать. Если не поштучно, то за 80 можно купить 6 штук по 80 евро за штуку. Вот такую от 35 евро плиту можно взять до 50. Вот в технической зоне у меня стоит такой же контроллер, только на 40 ампер. Тот на 30 был. И уже аккумуляторы заряжены по самое не хочу. Сейчас она выдает 50 вольт максимум. 51, вот так вот. Вот такие вот у меня автоматы защиты стоят. Два на аккумулятор, два на солнечную панель. В этом контроллере есть два USB входа и показаны параметры, что максимум может этот контроллер. Вот такие инверторы. Не попадитесь. Не попадитесь. Я целое видео снимал. Как вот это глючит. Вообще это может пожар устроить. Ужас. Вот этот вообще доходяга. На 24 вольта. Еще упаковка даже вот от него валяется. Даже не пользовался практически. Что хочу сказать. Вот есть такой альтернативный вариант. Значит, в гривнах скажу. 2000 гривен стоит. Вот такой вот вариант. 100 ампер часов максимум можно к нему аккумулятор подключить. У меня в данный момент на 77 ампер часов стоит. Очень доволен. 350 ватт реальных выдает. То есть указано типа 700, там 650-700, но это все ерунда. Он очень греется. И в нем, кстати, был аккумулятор встроенный. Сейчас покажу какой. Вот такой вот. Я его вытащил, он никакущий. И напрямую вывел провода и просто подключил вот так к аккумулятору, так как он на 12 вольт. И есть еще вот такие аккумуляторы. Вот этот красавец стоит $200. Ну, то есть 8 тысяч с копейкой. Вот его показатели, что он может. То есть, да, это как гибридная станция. Гибридная. Он заряжается от сети, заряжает аккумуляторы. Когда выключают свет, он сразу аварийное питание подает вам на дом. И таким образом, кстати, от солнечных панелей можно тоже его использовать. У меня есть подробные видео на канале, где как шо. Переходите, смотрите, вообще подпишитесь у меня на канал. У меня очень много полезной информации. Вот. Ну или просто заряжать аккумуляторы, подключать. Значит, в защиту уходит, когда сильно вы разрядите аккумуляторы. Причем это уже личный мой опыт. Именно вот эта модель мне попалась. Я доволен очень им. Заряжает все четенько. Он и не только кислотно-свинцовый может заряжать, еще и литиевые, гелевые, ну и так далее. Там в инструкции все указано. Вот этот красавец тоже выручает. Вот он от розетки работает. Вот я проимитирую сейчас. Вот, типа пропал свет. Все перешло сейчас на аккумулятор. 4% минусануло. Вот у нас лампочки в брудере работают. Лампа накала и экономка. Это для таких вот цыплят. Чтобы вырастали в тепле. Ну, сейчас там никого нет. Вот. Как видите. И вот свет дали, например. Все, он перестал пищать. И пошел заряд. Пошел заряд. Все, сейчас зарядится полностью. Кстати, если кому такие весы попадутся, в них вот такой вот аккумулятор идет. Прикольный. Ну, это у меня такой запасной. Вот здесь у нас тоже все работает. Лампочка накала. На солнечной панели все хурычит. И, в общем, подается им
свет. Они здесь кушают, пьют водичку, цыплятки. В общем, как бы сказать, летом одна солнечная панель у вас всегда зарядит все аккумуляторы очень быстро, и у вас будет всегда много шаровой энергии. То есть вы реально своих 280 ватт или там 450, да, как у меня вот панели, вы будете реально получать. Поэтому не слушайте скептиков. Да, то есть по счетчику я смотрел, за день там вы можете от панели там намайнить. Ну это и то, опять же, там солнце то было, то не было. За день киловатт я намайнить мог от солнечной панели. Но это еще не лето было. То есть я счетчик купил себе не так давно и фиксирую добычу. Но кто-то говорит, блин, она пока себя отработает. Ну, во-первых, она взята для удобства, чтобы не зависеть в случае чего, если света нет. Говорят, генератор, то есть он в час литр топлива жрет в холостую. А если его уже применять, то применять. Ну, блин, ну, за 10 часов, если света нет, он сожрет 10 литров. Зачем оно надо? Я просто себе включил солнечную панель, и все. И у меня все заряжается, функционирует. Я счастлив, да и доволен. Ну, вы же тоже, когда себе покупаете компьютер, блин, или телефон, вы иногда это покупаете для просто с личного использования, а не для того, что оно себя там должно отработать. Те, кто там в Diablo играет или в Dota, что оно там сильно отработает. Да, для некоторых блогеров, возможно, оно ого-го как отработает. Это ж речь идет про блогеров. Вот, поэтому солнечная панель, да, она выручает, всегда будет заряд, всегда будет Wi-Fi, всегда будет свет. И всегда будет независимость. Да, если вы берете себе там для того, чтобы пытаться сэкономить, ну, получится, но на это надо будет много времени. Если вы все 10 панелей возьмете таких и хороший инвертор, кстати, я вам про 3 киловатта скоро хочу еще снять видео, то да, это другой вопрос. Но все равно же в ноябре, в декабре, в январе вы не получите всего потенциала. То есть сразу вот минусуйте, минус там 85%. И вот это ваша будет вся мощность от ваших панелей, там если у вас 10 штук их будет. Спасибо за просмотр, поставьте лайк этому видео, друзья, я очень старался для вас, и лайки меня очень мотивируют. Попросите меня в комментариях, там, скажите, что вы хотите увидеть, я запустил от этой солнечной панели. Вот, я думаю, мне нет смысла показывать аккумуляторы, которые стоят у меня в доме. Ну,